Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего выпуска будет рассказ о плавсредстве, которое я использую чаще всего. Это одна из моих любимых лодок еще с детства. Это лодка «Южанка», которая была сделана по моему проекту, доработана. Я, как и все рыболовы, люблю комфорт и удобство в лодке, и поэтому более детально я хотел бы рассказать о каждой части этого плавсредства. Итак, начнем с транса. Учитывая то, что здесь стоит достаточно мощный мотор, как для этой лодки, транец здесь усилен. Особенностью является то, что здесь вот есть два встроенных бака. Слева и справа эти баки сделаны из нержавейки. Каждый из них вмещает по 20 литров топлива, и при этом они абсолютно не занимают места. Также в трансе находится помпа, которая в случае необходимости откачивает воду. Дальше стоит сиденье, которое вращается и тем самым позволяет вам удобно рыбачить. С левой стороны, если мы смотрим на мотор, есть крепление для удилища. Одно находится в трансе, второе находится в носу. Перед сиденьем находится консоль. Консоль сделана для того, чтобы здесь находился руль, приборы, эхолот, небольшое ветровое стекло и бардачок с этой стороны. В бардачке находятся документы, тарелки, ножи, в общем, всякий хлам. Внутри консоли находится небольшое отделение для телефона и для пульта управления моторгайдом. Также здесь стоит одно из многочисленных креплений для камеры GoPro, так как на этой лодке часто производится съемка. И вот одно из этих креплений тоже находится на консоли. Оно достаточно удобное, камера может снимать как на нос, так и на транец. Дальше за консолью находится достаточно большой подиум. В хорошую погоду очень удобно ловить с подиума. И также большой подиум позволяет спрятать в него много вещей. Итак, как он выглядит. Посередине идет два отсека, которые между собой не связаны перегородкой. То есть идет усиление, но здесь достаточно много свободного места. Любая перегородка, она всегда ворует место. Подиум, как и днище лодки, сделан из влагостойкой фанеры 9 мм. С левой стороны находится рундук более длинный. Сюда помещаются в сложенном виде удилища и сложенное весло. На самом переднем рундуке стоит кресло, которое вращается. Очень удобно, имеет телескопическую ногу, для того, чтобы можно было удобно ловить как спереди, так и сзади. Сейчас я это продемонстрирую. То есть, если мы ловим вперед, здесь достаточно высокий нос, кресло поднято достаточно высоко. Если же мы разворачиваемся, то кресло опускается, и мы также комфортно здесь начинаем ловить. Под креслом находится еще один рундук, в котором находятся аккумуляторы, запасной винт, сапоги на случай чего, ну и куча всяких проводов, которые связывают все приборы воедино. Здесь находится отдельный аккумулятор для iPilot. Находятся резинки и петли. При необходимости мы можем габаритный груз пристегнуть. Таким образом, то есть резинки могут идти с разных сторон. Дальше на носу у нас стоит iPilot. Это средство, пожалуй, революция за последние годы. То есть это электроякорь, который позволяет вашу лодку удерживать на одном месте, либо же идти в том направлении на медленном ходу, куда вы зададите. С левой стороны находится крепление для двух удилищ. Это две трубы, которые идут вовнутрь рундука, и подставки под ручки.
По бокам находятся удобные полки из той же фанеры, в которую можно поместить термос, воду, нож, ну и небольшие коробки. Хочу обратить внимание, что вот самый длинный рундук здесь сделан под небольшим наклоном. Это сделано для того, чтобы во время перехода можно было удобно поставить ногу. А угол, который образовался внутри, позволяет туда сложить небольшой запасной якорь. Несмотря на то, что часть носа здесь обрезана, лодка не потеряла свои свойства плавучести, так как оставшийся нос достаточно герметично закрыт, и он внутри полностью забит пенопластом. Это касается носа, боковин лодки, и полностью весь пол тоже наполнен пенопластом. Причем небольшая тонкость, весь пенопласт закрыт полиэтиленом, что позволяет гораздо дольше ему просуществовать. Многие спросят, почему именно южанка, это лодка, которая выпускается больше 60 лет, но я еще не встретил лодку, которая с такими параметрами может конкурировать с южанкой. Что же в ней уникального? При очень небольшом весе она имеет длину 4,70, это позволяет преодолевать достаточно неплохую волну. Хотя лодка изначально создана для более тихой, комфортной погоды, она очень маневренная, очень удобная. А вот те доработки, которые здесь есть, они позволяют получать удовольствие от ловли еще больше. Также одно из достоинств южанки, что при такой длине она, пожалуй, самая легкая и проходит по минимально возможной глубине. И даже если вы на глубине 20 сантиметров все-таки сели на пузо, можно выйти, ее приподнять, это не требует больших усилий, и дальше перемещаться. То есть, пожалуй, это самая маневренная лодка, если ваши рыбалки в основном на небольших глубинах, либо на водохранилище, но не в очень ветреную погоду, я думаю, эта лодка будет выполнять все свои задачи. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, делайте репосты. Впереди вас ждут рыбалки именно на этой лодке. Рыбалка с Юрием Петрашем.